В этом году великолепный урожай яблок, и я предлагаю приготовить очень вкусный яблочный пирог. Вы только посмотрите, какой пирог получился. Высокий, пышный. Здесь нежнейшее тесто. И, конечно, очень много яблок. Посмотрите, яблоки здесь и сверху, и внутри. Посмотрите на это тесто. Великолепное. Очень нежное. Этот пирог исчезает со стола в один миг. Обязательно приготовьте и попробуйте. На моем канале около 1000 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: блюдо Easy Cook и название блюда, или любое слово по теме рецепта. И для того, чтобы приготовить этот замечательный яблочный пирог, мне понадобится для теста 250 граммов муки, 3 яйца, 200 граммов сахара. Я сегодня использую светлый тростниковый сахар, можно использовать любой. 150 граммов жирной сметаны, 80 граммов растительного масла без запаха, 10 граммов разрыхлителя для теста, щепотка соли, немного лимонного сока для того, чтобы не темнели яблоки, примерно 1 столовая ложка, и также 1 чайная ложка экстракта ванили. И, конечно, нам понадобятся яблоки. Здесь у меня 5 довольно крупных яблок весом около 700 граммов. В первую очередь я подготовлю 2 яблока, которые я буду добавлять в тесто. Эти яблоки я очищаю от кожуры. Остальные яблоки я буду использовать для украшения пирога. Естественно, удаляю у яблок сердцевину и режу яблоки небольшими кубиками. Вообще лучше для рецепта выбирать яблоки достаточно плотные и с кислинкой, тогда пирог получится вкуснее. Подготовленные яблоки я поливаю лимонным соком, чтобы они не потемнели. Приготовим тесто. В миску разбиваю яйца. Добавляю соль, сахар. Хорошо взбиваю миксером до пышной массы. Хорошо взбили яйца с сахаром. И добавляем сюда сметану. Как я уже сказала, лучше использовать жирную сметану. Тогда тесто получится вкуснее. Перемешиваю. Вливаю масло и добавляю экстракт ванили. Перемешиваю. Теперь в массу просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Сначала слегка перемешаю лопаткой. Тесто не надо слишком долго вымешивать, чтобы оно получилось вкуснее. И теперь очень быстро перемешиваю миксером. Тесто готово. Посмотрите, какое оно получилось по консистенции. Видите, как такая достаточно густая сметана. Кстати, насчет сметаны. Если вы используете более такую жидкую сметану, не такую плотную, как у меня, возможно, вам понадобится чуть больше муки. Так что смотрите по консистенции теста. Добавляю яблоки. Перемешиваю. Выпекать пирог я буду в разъемной форме диаметром 22 сантиметра. Дно я застелила пергаментной бумагой и смазываю дно и бока растительным маслом без запаха. И теперь отправляю тесто в форму. Кстати, если вы любите корицу, можно добавить в тесто немного корицы. Распределяю тесто по форме. И сейчас мой пирог я буду украшать сверху яблоками. Для этого я яблоки разрезаю пополам, удаляю сердцевину. И
И сейчас подготовленные яблоки я буду натирать на терке. Вот такими кусочками. Очень тонкими полосками. Можно, конечно, нарезать ножом, но мне так удобнее. Главное, аккуратно, чтобы не порезаться. И сейчас я буду украшать яблоками пирог. И уже по ходу дела я буду смотреть, сколько точно яблок у меня уйдет на украшение. Я буду украшать вот так вот по кругу. Прямо беру яблочки и втапливаю их в тесто. Вот таким образом, слегка заходя друг на друга. На украшение пирога у меня ушло 2 яблока. Так что всего для пирога я использовала 4 крупных яблока. Я украсила весь пирог яблоками. Слегка их вот так вот еще притоплю, совсем немного. И посыплю сверху немного сахаром тростниковым, чтобы образовалась такая легкая корочка карамельная. Духовка у меня уже разогрета до 190 градусов. И сейчас пирог я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 190 градусов духовку примерно на 1 час. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Мой пирог я достала из духовки. Посмотрите, какой красавец получился. Выпекался он у меня ровно 1 час. Обязательно проверяйте готовность пирога деревянной шпажкой или зубочисткой. Она должна выходить абсолютно сухая. Сейчас пирог я оставлю прямо в форме минут на 10-15, а затем извлеку его из формы. Ножичком я аккуратно пройдусь по краю и теперь открываю форму. Оп. Посмотрите, какой замечательный, красивый пирог получился. Сверху яблочный пирог я присыпаю сахарной пудрой. Это, конечно, по желанию. И, конечно, я сейчас попробую этот великолепный пирог. Пирог получается очень нежный, в меру сладкий, с ароматными яблоками. Конечно, такая выпечка очень домашняя, очень уютная. Обязательно приготовьте и попробуйте. Я думаю, такой пирог с яблоками понравится всем. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Языков. Позитивная кухня. Всем пока!